Всем привет! С вами Анна Тюмерова. Мы с вами продолжаем делать букеты своими руками. И в этот раз мы будем делать вот такой вот весенний букет с нарциссами. Как делать такие милые цветочки и как собирать такой эффектный букет, смотрите в этом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делайте цветочки вместе со мной. Для изготовления этого букета нам нужно совсем немножко материалов. Первое — это вот такой вот горшочек. Он у меня квадратной формы, и каждая сторона равна 10 сантиметрам. Высота моего горшочка 8 сантиметров. Для этой композиции можно взять какой-то такой горшочек или какую-то любую белую посуду, которая у вас есть. Можно даже обычный стакан или чашку. Для заполнения этого горшочка я беру кусочек пенопласта, вырезала такой формы, которая хорошо умещается в этот горшок, и так, чтобы высота была вровень с самим горшочком. Беру небольшой кусочек темно-зеленой сизали, гофрированную бумагу 4 оттенков: ярко-желтую, обычную белую гофрированную бумагу вот такого темно-зеленого цвета и болотно-зеленого цвета. Цветы буду собирать на проволоку, поэтому беру проволоку толщиной 1 мм и длиной 20 см. И беру инструменты: термопистолет, кусачки и ножницы. Начинаю делать цветочек с изготовления тычинок. Для этого нарезаю желтую гофрированную бумагу 5 на 1,5 см. Ее на 2/3 я надрезаю, формирую тычинки. Делаю штук 5-6 таких тычинок. И в самом низу, вот здесь вот, я начинаю их закручивать. Сверху я не закручиваю, закручиваю только снизу. И получается, сверху они более плоские, а снизу такие закрученные. Теперь снизу наношу термоклей и размазываю этот термоклей по всему листочку вот так вот проволокой. И закручиваю на проволоку заготовку. И получается вот такая заготовка для цветочка. Это самый центр цветка, именно тычинки. Теперь снова беру желтую гофрированную бумагу и отрезаю из нее отрезок, равный 5 на 3,5 см. Эту заготовочку я складываю вот таким образом и по краю наношу термоклей. Мне нужно два этих края склеить друг с другом. Хорошенько прижимаю, жду, пока клей зафиксируется. После этого верхний край на полсантиметра я растягиваю. Растягиваю немножко пониже заготовочку, раскрываю ее, туда просовываю палец, сверху еще дополнительно тяну так, чтобы получился такой красивый край, который смотрит в разные стороны. Теперь вставляю палец, снизу немножко прокручиваю, формирую хороший такой цилиндрик, а снизу, чтобы у нас было сужение. Туда я просовываю тычинки, которые заготовила, по низу на тычинки обильно наношу термоклей и вставляю обратно в цилиндр, так, чтобы тычинки были вровень с краем заготовки. Хорошенько склеиваю, прокручивая между пальцами. Еще раз раскрываю всю заготовочку, чтобы она была такая объемная. Края чуть загибаю в стороны. И получается у нас вот такая серединка для цветка. Далее из белой гофрированной бумаги я нарезаю полоску, равную 5 см шириной. И из этой заготовки мне нужно сделать 6 отрезков по 2 см шириной. Теперь из них формирую лепесточек. Снизу наполовину отрезаю уголок и кверху его заостряю. Получается вот такая заготовка для лепестка. Всем 6 лепесткам я придаю такую форму. У меня получилось 6 таких лепесточков. И для того, чтобы в цветочке они смотрелись очень красиво, мы теперь придадим нужную форму каждому лепестку. Беру лепесточек и выгибаю его один раз вот так вот ножницами, так, чтобы он получился вот такой немножко загнутый. Теперь растягиваю его пальчиками и самый низ, примерно полсантиметра снизу, я закручиваю вот так вот между пальцами. Таким образом я формирую узкое основание лепестка. Каждому лепестку я придаю такую форму. Теперь по низу, на полсантиметра снизу, я наношу термоклей и приклеиваю к серединке цветка. Так, чтобы сверху лепесточек был немножко выше самой серединки, примерно на полсантиметра или на 1 сантиметр. Приклеился лепесток, и теперь отодвигаю его вот так вот в сторону пальчиками. И по первому кругу я приклеиваю 3 таких лепесточка. Равномерно распределяя их по кругу. И у нас сейчас получается вот такой цветок с первым кругом лепестков. Следующие 3 лепестка приклеиваем между лепестками первого круга. И получается сейчас вот такой красивый цветочек. Теперь этому цветочку нужно сделать ножку. Для этого я беру гофрированную бумагу темно-зеленого цвета и отрезаю полоску, равную 1 см. Эту полоску я растягиваю между пальчиками, беру сам цветочек и под цветочком, под всеми лепестками я наношу термоклей в круговую. И к этому клею я приклеиваю полоску зеленой бумаги. Так, спускаясь еще немножко ниже, я перехожу полностью на проволоку. Обматываю всю проволоку
который у меня есть, оставляя снизу буквально 1,5 сантиметра. И вот такой цветочек сейчас получается. Теперь беру гофрированную бумагу зеленого болотного цвета и отрезаю из нее отрезок, равный 7 сантиметров высотой и 2 сантиметра шириной. Этот отрезок я складываю пополам, кверху я его заостряю, к низу также немножко убираю уголочек. Формирую такой же листочек, который мы делаем обычно. Но дальше я его закручиваю немножко на ножницы, так, чтобы он получился такой округлый. Снизу я его растягиваю, сверху выгибаю в обратную сторону. Получается вот такой вот лепесток. Теперь снизу наношу термоклей и приклеиваю по цветочкам. Немножко наискосок углом. Формируем такой козырек для нарцисса. Специально взяла его немножко другого оттенка, чтобы он выделялся. Здесь можно взять и светло-коричневую бумагу, тоже будет смотреться хорошо. И вот такой нарцисс у нас с вами получается. Для моего букета мне нужно приготовить 13 таких раскрытых цветочков. И кроме раскрытых цветов мне нужно сделать еще маленькие бутоны. Именно их мы сейчас и будем делать. Середину для бутона мы делаем точно так же, как для раскрытых цветочков. Берем отрезок 5 сантиметров на 1,5 сантиметра. И на 1/3 этой заготовки делаем надрезы. Точно так же закручиваем в самом низу, при этом оставляя сверху немножко такими же широкими их. По низу наношу термоклей, проволокой размазываю это все и приклеиваю на проволоку. Формирую такую же серединку с тычинками, как и для раскрытого цветка. Далее беру белую гофрированную бумагу и из нее отрезаю отрезки, равные 5 сантиметров на 2 сантиметра. Для бутона мне нужно 3 таких отрезка. Их точно так же, как и лепестки для раскрытого цветочка, мы сверху заостряем, к низу немножко сужаем. Делаем абсолютно такие же лепесточки, как для раскрытых цветов. Только для бутона нам их нужно будет 3 штуки. Растягиваем каждый лепесточек и к низу его немножко сужаем. Теперь по низу наношу термоклей и приклеиваю вокруг тычинок. Широкую желтую серединку, как у раскрытого цветочка, в бутонах я делать не буду. Приклеиваю 3 лепесточка в круговую. Получается вот такой цветочек. Теперь беру зеленую полоску гофрированной бумаги и обматываю весь стебель. Из гофрированной бумаги болотного цвета я делаю отрезок 6 сантиметров на 1,5 сантиметра. И из него формирую козырек для нашего цветка. Наношу термоклей и приклеиваю по цветочкам. Часть козыречков можно сделать так, чтобы они полностью закрывали бутон. Часть можно сделать раскрытой, как вам хочется. Немножко искривляю бутончик в сторону, чтобы козыречек лучше виднелся. И вот такой вот бутон у меня получается. Для букета мне нужно сделать 5 таких бутонов и 13 раскрытых цветов. И еще один момент, так как мы с вами не будем использовать зелень, зелень мы будем делать из гофрированной бумаги. Поэтому я беру гофрированную бумагу темно-зеленого цвета, именно того цвета, который я выбрала для цвета стебля, и отрезаю полоску, равную 25 сантиметров высотой. Другая часть листьев у меня будет немножко покороче. Я ее сделаю примерно 20 сантиметров. Из этих заготовок мне нужно сделать листья. Кверху я заостряю листочек и к низу убираю немножко уголочки. Получается вот такой листок. Его я складываю пополам и вот так вот по нему прохожусь. У нас получается вот такой вот сложенный листок. Именно такие листья в основном, если посмотреть на настоящие нарциссы, то они в основном вот такие прямые, очень хорошие прямые листья. При желании можно сделать немножко по-другому форму. Мы все-таки с вами творим так, как нам нравится, и можем немножко изменить. И посередке его вот таким образом растянуть. И у нас тогда получится слегка изогнутый листок. В зависимости от того, какой листочек мне нужен для букета, я применяю и тот, и другой. И изогнутые, и абсолютно прямые. Делаем множество таких листьев для нашего букета. Теперь мне нужно подготовить горшочек для букета. Для этого я делаю основу. Растягиваю гофрированную бумагу и внутрь помещаю кусочек пеноплекса. Этот кусочек пеноплекса мне нужно обклеить с бумагой со всех сторон. Обклеила кусочек пеноплекса и теперь его помещаю вот так вот в горшочек. За счет того, что он у нас вровень, и за счет того, что я плотненько обрезала этот кусочек, он у меня хорошо вставляется, и получается вот такой горшок с основой. Теперь следующим этапом я беру сизаль, и эту сизаль закрепляю на кусочек пенопласта, наношу термоклей и сверху приклеиваю. Если ее слишком много, часть мы можем убрать. Мне нужно, чтобы она немножко торчала в разные стороны, была такая махровая, но при этом, чтобы и не было слишком много лишнего. Если есть какие-то длинные такие волоски, которые сильно торчат, я их подрезаю.
можно их убрать лишние, чтобы слишком длинных у нас не было. И вот такой горшочек основы сейчас у меня получается. Именно в него мы и будем собирать сам букет. Теперь начинаю собирать сам букетик. Беру высокие цветочки и ставлю первый посередке. Первый у меня будет прямо посередине и будет смотреть немножко вперед. Для того, чтобы удобнее было собирать, я сразу креплю цветочки на термопистолет. К этому цветочку нужно приделать листья. Для начала лучше взять листочек, который повыше, выше самого цветка. В самом низу наношу термоклей и приклеиваю прямо у самого низа. Лучше всего все листья крепить именно в самом низу, чтобы внизу тоже получалась плотность такая и не просвечивала прям очень сильно насквозь. Вокруг этого цветка я расставляю еще 5 цветочков. Следующие цветочки мы делаем уже немножко пониже по уровню, чем этот центральный. Они должны быть уже на разных уровнях, но при этом немножко пониже, чтобы получилась такая шапочка, а не просто ровный срез цветов. Пусть они будут разного уровня, так будет эффектнее. Не забываем сразу крепить листочки. Часть листочков мы можем закрепить и чуть попозже, часть крепим прямо сейчас. Оставшиеся цветы распределяем по кругу. Сначала я их распределю и посмотрю, как это будет смотреться, а потом зафиксирую. Если цветочек вставляется плохо, то дырочку проделаем вот так вот при помощи ножниц или шпажки и туда вставляем цветочек. Следующий ряд цветов должен быть еще ниже, чем предыдущий. Сейчас получается вот такой вот букетик. Теперь мы его заполняем листьями. Параллельно с тем, как мы заполняем его листьями, вставляем еще и бутоны. Цветочки я немножко наклоняю в разные стороны, для того, чтобы они получили более естественный эффект. Потому что если посмотреть в природе на нарциссы, то они мало которые стоят прямо вверх, они немножко наклонены. Теперь я беру бутоны и ставлю их в разных местах, при этом тоже немножко наклоняю. Эти 5 бутонов распределяю в разные стороны, просто на свое усмотрение, куда бы хотелось добавить. Делаю их разной высоты, так, чтобы они у нас виднелись и там, и здесь, чтобы было такое ощущение, что не все цветочки еще расцвели. Сначала я их распределю, посмотрю, как они будут смотреться, и потом уже закреплю на клей. Если проволока длинная, ее укорачиваем. Вот так вот я поставлю бутоны. Теперь вытаскиваю каждый бутончик и фиксирую его на клей. Пока наш букет достаточно пустой, чтобы он не был таким пустым, сейчас нам нужно будет все заполнить листьями. В каждой веточке добавляем минимум 2 листочка. Вот и закончила я делать свой букет, и вот такой вот роскошный он у меня получился. Как говорит мой муж, он выглядит как настоящий, и от живых нарциссов практически не отличишь. Смотрится очень эффектно. И вот такой вот букет у нас с вами получился. Очень эффектный, весенний, яркий, насыщенный. Мне кажется, такой букет украсит абсолютно любую комнату. И даже подарочком для учителя, просто в качестве знака внимания, будет прекрасным вариантом. Делайте обязательно такой букетик своими руками, радуйте своих родных и близких, и до скорой встречи на следующих мастер-классах. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Пока-пока.